Вот сегодня у нас 2 мая. Высота 95 метров от уровня моря. Мы находимся в кабаке. Вот даже табличка «Кабак». Катюша, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Укачала меня в маршрутке. Укачала, да? Бедненькая. Да. Ну, мы вот тут спустились на маршрутке до такого тут разъезда. Не знаю, сейчас Катя посмотрит карту и куда нам потом идти, да? Угу. Ну, вот такие виды вокруг. Такая вот у нас отправная точка сегодня. Сейчас я покрутился по кругу. Ну что, пойдем на Ликийскую тропу искать. Все, дальше будет включение. Вот мы в кабаке подходим к тропе Ликийской. Вот даже метки идут. Тут и дополнительная метка, и основная метка вот на камне нарисованы. Ну вот мы пока движемся по тропе. Вот. Тут вчера был дождик, позавчера был дождик, поэтому мы немножко подождали и сейчас идем. Ну, конечно, сыровато, ну, может, дойдем. Что он попал там, Оленча, да? Может, дойдем до Оленча без приключений. Ну, и дальше. Так, дальше будет включение. А то по кустам тут идти не очень прикольно с камерой. Так, еще метка. Ликийки. Проходим. Ну, короче, идем. Все, дальше будет включение наших походов. А это Катя пошла впереди. Ну, а это я сзади тащусь. Такой, с маленьким таким рюкзачком. Все. Догоняю Катю. Подошли к табличке. Тут тропа расходится. Одна уходит налево, одна направо. Впереди собака. Вот нам туда, где собака. Все, идем дальше. Вот мы поднимаемся на Ликийку, по Ликийке. Сейчас высота 144 метра. Хотя не помнит вот эту вот скалу. Мы тут просто... Сейчас я поля на шапке отпущу. Вот то солнышко выходит. Тут такие виды вокруг, сосны такие растут. Вот. Короче, вот классно. Там, значит, море. Ну, мы поднимаемся. Сейчас высота 144 метра от уровня моря. Все, догоняю Катюшку. Вот метка Ликийской тропы на камне нарисована. Дорога такая широкая, можно ориентироваться хорошо. Все, дальше мы еще идем по Ликийской тропе. Вот наша Катюшенька впереди. Тропа идет вон оттуда. Смотрим. Тут такие скалы. Горы, вернее. А вот там вот море. Море. Море Эгейское. Вот. Мы оттуда сейчас поднялись, получается. И знак вот Ликийской тропы. И идем по тропинке выше. Сейчас высота 190 метров от уровня моря. Ну все, иду догоняю нашу Катюшу. Поднимаемся все выше и выше. К селению под названием Олинча. Из деревни под названием Кабак. Нам идти 4 километра. Вот наш грибочек. Сама ты грибочек. Ой, мы, конечно, 2 дня провалявшись в гостинице, максимально разленились. Вот. Сегодня вышли, уже смотрим, там дождь, не дождь, уже пофиг. Уже надо пройти хотя бы сколько-то. Вот и идем. Ну, в целом, пока нормально. Лес, конечно, влажный, но грязи нет. Вот. Дорога такая, ну, все время на подъем в основном. Сейчас у нас короткий прямой участок.
А так все на подъем. И в целом читается очень хорошо. Тропа явно очень популярный отрезок по сравнению с некоторыми другими отрезками. Тут в основном, да, тут ходят толпы людей, видимо, в радиальные выходы просто с маленькими рюкзачками. Вот одни мы пока что за сегодня с большими рюкзаками идем. Вот. В надежде. Ну, как в надежде. Палатку сегодня, в общем-то, не собираемся ставить. Наверное, в грязи не очень будет прикольно. Ну, вообще, да, как пойдет. Но пока в планах в этой Алинже найти какой-нибудь гестхаус, переночевать там. Вот такие планы. Ладно, на однообразный лес смотреть никому не интересно. Поэтому включимся, когда будет какое-нибудь разнообразие. Так, подошли еще к очередной табличке и развилке. Вот сюда нам надо, видите, деревня Алинджа. 2 часа написано идти. А идем из кабака. Ну, может, час идем, да, плюс-минус. Ну да, примерно где-то час Может, идем. чуть меньше. Туда, вниз. А если туда вниз пойти, там на водопады. Ну мы там были. Ну вот, туда и надо. Разве? Ну как-то вот сюда, что ли. Пойдем искать. Вот по прямой эта дорожка идет. И сейчас немножко влево сворачиваю. Ну все, я камеру выключаю, догоняю тебя. Идем мы на Алинчу по Алькиской тропе. Тут такая нависающая скала сверху. Проходим ее. Значит, вон там вот сзади, где вот толстое дерево, там знак на камне написан. Куда идти? Вниз на кабак. Значит, а туда, хотя в ту сторону это куда? По прямой. А вниз? Тоже на кабак, просто по-разному. Ну это вниз идти это по малому кругу, а если вверх, то по большему кругу идти. Ну а сюда идти, и вот скала нависает такая над тропинкой. Это на Алинчу. Вот мы пока идем. Все, дальше будет включение. Подснимай давай. Снимай давай. Смотрите, как у нас тропа уходит туда. Вова, иди здесь. Мы покажем. Пошел, догоняй. Да, тут прям, альпинизм, скалолазанье. Такой участочек мощный. Так вот полез Вова, наш альпинист. Лихо-лихо. А там вот такая гора. Так. Ну что, смотрите, как вокруг. Это вот такая песчаник, да? Ага. И они нас окружают. Смотри, вот такая. Они нас окружают со всех сторон. А мы уходим вон туда. Так. Что там дальше у нас с дорогой? Так. Ага. Ну, пока как обычно. Ладно. Продолжаем. Вот мы видим впереди бухту Кабак. Море там, ну короче, класс, там пляж. В общем, такой козырный. Да, Катя? Катюша. Да. Катюша. Ты довольна, что ты сейчас находишься на высоте 431 метр, идешь по Ликийской тропе, вокруг такие горы. Вот, даже не говоря про то, что небольшая облачность, все равно приятно, да? Вот, мы сейчас оттуда пришли по Ликийке и туда сейчас идем на Алинчу. Вот.
А здесь виднеется бухта Кабак. Все. Тут сосны такие классные. Пойдем дальше. Идем мы, значит, по Ликийской тропе. Здесь такое кафе самообслуживания. Здесь даже ценники на все есть. Стоит тут и фанта, и кумыс. Короче, если проголодался, можем взять батончики, там и ценники вот здесь. И вот ценники на все остальное. Вот. Что-то взял, денежку положил и спокойненько иди дальше. Касса, касса он сверху, там прорезь под ней. Написано касса. Молодцы. Вот. Ну все, идем дальше. Есть такая стояночка, здесь можно костер сжечь. Здесь можно палатку поставить. Ну все, мы идем дальше. Здесь высота у нас 446 метров. Вон Катюшка там впереди. Умница, красавица. Селфи делает там. Все, я ее догоняю. Ну и потом дальше будет включение по дороге. О, слышу, впереди там где-то толпа туристов каких-то шумных идет. Ну что ж, придется сейчас с ними разминаться. Все, выключай камеру. Чай есть. Тогда мы с одной ночевкой добьем завтра тропу. Может быть. Да. Так, это Чай-то, а там долина Кабак. Правильно, Катя? Ну, не долина, как он, поселок. Поселок Кабак, там внизу находится, вот там вот. Мы сейчас только что оттуда поднялись. Угу. На высоту 484 метра. Здесь смотровая такая. Сейчас покажу, что вокруг. Вот тут горки такие, сосны. Короче, красотиша. Вот. Сейчас постоим, полюбуемся и пойдем дальше. До следующего села нам отсюда 10 километров. 10? Угу. 3 часа идти. Так что, может, рванем? Ну, я тоже думаю, в 6 пишет. Придем, даже если в 7 придем. В принципе, темнеет страшного. после 8. Да. Ну, можно попробовать. Давай сейчас по одному пути этого пройдем, потом устроим чаепитие. Давай? 5 километров Да. пройдем. А там кафешка с гюзлемехами будет. Так, с собой-то чай потащим. Ну, пойдем. Ну все, тогда дальше будет включение. Итак, мы дошли уже до Оленчи, да? Вот, зашли в кафешку, что чая попить. Здесь такой вид из этого кафе. Вот такой вот вид. Дайте я сниму. Ну, а это я. Так, ну что, пью чай. Сейчас нам гирлемы делают. Нет? И payım дальше. Çantalar otobüste geldi. Sabahleyin koşturacağız ıslandık derken. Ну все, Büyük çantada unutmuşuz cüzdanı. пока отдыхаем. Да, Катя? Şimdi çok Мы вышли из кафе, идем по Алинчи. Сейчас у нас начинается длительный спуск. Я планировал до Парадайза на самом деле спустить потом. Я вокруг КБК, так в принципе я нормально сидел. Вот. Какая-то страшная туча на нас надвигается, поэтому мы, наверное, побежим. Ну что, повеселей после чаечку с гюзлемы? Гирлемы прикушали, прям так стало веселее идти. Там бабушки караулят. Бабушки, дедушки. Да, ну они там постоянно. Мы те когда ходили, там не сидели. Да. Нормально, горячий чай, гирлеме горячая, прям хорошо заходит.
Нормально. Не дешево, но нормально. Ну, как бы в горах таких. Тут те Да. У людей, может, единственный заработок. пенсионеры как могут, так и зарабатывают. Да. Ну что, Ну хорошо. вот мы туда Показал вниз, тут такие виды. по этому дивному серпантину вот туда вниз сейчас мы будем спускаться. Мы уже тут были, мы спускались, а мы с тобой лезли, вот как он сейчас хочет пойти на Парадайз, мы спускались с тобой, помнишь, вон там по скалам лезли? Да. Еще сильно психовали. Да, там Это когда мы, очень такой на тяжелый вкус. на последний автобус думали, из Кабака не успеем, Угу. когда еще тоже в радиалке ходили. Вот, ну там фееричный спуск, конечно. Я не знаю, какой у нас сейчас будет, но у нас в основном по дорогам. Мы что, Да. мы не дорогу. Вот. Попробуем дойти до этой деревни с непроизносимым названием Един, Бурун, не помню. В общем, потом скажем ближе к делу. Нам до нее 8 километров, но пока что мы полны сил, энергии, особенно нас заряжает вот такой вот вид красивый, который перед нами открывается. Ну все, чешем дальше. Давай на фоне вида. Я забыла сделать важное заявление, что вот именно с этого момента, с этой деревни у нас Деревня Вовой Олинча. начинается именно тот участок пути, вот он пошел, Который мы мы не делали. не делали. Да, потому что до этого, получается, мы ходили с Фетхие до Людениза, с Людениза до Кабака, там с Фарали до Кабака. Причем потом вот до этой Линчи мы дошли, причем дошли по верху, вернулись по низу. Получается, что как бы даже 2 раза прошлись. Вот, а сейчас вот мы пошли именно то, что нам не дает покоя. Именно последние эти, их тут, не знаю, осталось, наверное, километров 27-26 до конца вот всей Ликийки, чтобы мы могли с уверенностью сказать, что мы с Вовой прошли Всю Ликийку. всю классическую Ликийку. Там сейчас, конечно, ходят слухи, что якобы там она уже чуть не до Лагмана. Ну, мы даже чуть больше по факту, потому что она же официально это старт в Люденизе, в Авачике, да? А мы прошли в Светхе. Единственное, что мы прошли нестандартным маршрутом через этот город мертвых, как он там, Каракёй называется. Вот, мы прошли там по-другому, короче, прошли. Но прошли. Вот. И поэтому и вот сейчас у нас последний рывочек до, получается, деревня Карадере, там Кумулова еще деревня. Я не знаю, где там по ним граница проходит. И это тот отрезок, который нам остался. Вот, сейчас мы на него вышли. Ну, сейчас мы планируем дойти до деревни Един Бурунлар, по-моему, он так называется. И по возможности найти там либо кемпинг, либо гестхаус, лучше гестхаус. Если кемпинг, то хотелось бы там с душем, со всеми делами. Ну вот, а виды просто здесь, ну это, наверное, знаете, одна из самых красивых частей Ликийской тропы. А вот, пожалуй, прямо вот, да, самое, наверное, ну, впечатляющее. Тут и горы, и такое фантастическое море. Просто невероятно. Там вода у нас течет через дорогу. Ну ладно, будем прорываться. Ну все, смотрите, как классно, как красиво. И никого. Такой водопадик. Да, просто никого. Эх. А там такие группы шли по Ликийке, вы бы видели. Я Просто. снимать не стал группу. Человек 30, наверное. Мы пока присели чаю попить, мимо нас прошло, я даже больше, наверное, 30. Просто гигантские группы. Ну, популярный участок, что сказать. Вот мы идем в направлении Карадере, вышли уже давно из Олинчи, идем тут по лесу. Здесь такой лес сосновый, такой весь полусухой почему-то, непонятно. Тут такая тропинка идет, Ликийская тропа. И везде метки Ликийки. Но мы пока продолжаем движение. Тут, конечно, не успеваешь головой вертеть по сторонам. Да.
Смотришь назад, а там виды. Смотришь вперед, а там тоже виды. Тут море такое спокойное. Вообще не видно, где море, где небо. Смотри на горизонт. Границы не видно. Я это обожаю. Когда не видно границы. Где-то там внизу Paradise Beach. Все на него, конечно, ходят. Но мы решили не в этот раз. Надо же что-то оставить на будущее. Вот. Сегодня идем без спуска на Paradise. По верхней части. Но я вам скажу, радости не меньше. Такие виды. Вышли только что из лесочка. Теперь у нас панорамная часть тропы. Вот, скоро она перейдет в дорогу опять до следующей деревни. Фух. Вот. Да, Вова на меня ругается. Извините, если что, не знаю куда. Лучше камеру поворачивать, чтобы было покрасивее. Оно везде красиво. И Вова, смотрите, какой красавец. Ну я-то уж нет, Да конечно. ты вообще мне красавица. Да, ну давайте пойдем дальше. Дождик. Зараза опять начал капать. Ой, этот дождик. Сегодня наши дождливые приключения, пожалуй, закончились. Мы с Владимиром зашли в деревеньку, вот эту самую с непроизносимым названием сейчас Ян де Бурун какой-то пускай будет. Вот. И так как мы промокли и уже дальше идти устали, сняли супер люкс лакшери номер, вот, эксклюзивный. Его, наверное, видно. Тут 3 кровати, люкс. Да. Значит, в этой самой деревне 2500 лир, между прочим. Но с завтраком сказали. И ужином. И с ужином. Сегодня в 7 часов у нас ужин. Вот, что приятно радует. Не знаю, правда, что за ужин. Виды у нас. Ну, природа шикарная. По-моему, высунуться, да? Москитная сетка. В кои-то веки. В гостиницах нету, а тут есть. Вот, видимо, где-то вон там у нас. Природу. Да, виды на скот. Тут у них скотинка всякая. Балкон Вот. такой. Ну, угу. У нас свой... Что за звук? Какие странные звуки тут неприродного происхождения. Ну, у нас свой санузел. Свой санузел. Такой вот. Сказали, смывайте, если что, Ведерком. ведерком, да. Ну, хоть лампочку дали и душ. Починили. Починили. Целый комплект этих душей. Так что... Сделай сам, называется. Да. Ну, руки еще не для скуки, то отремонтируешь. Ну да, Вова уже это сделал. Ну, мы тогда сейчас Так, примем горячий душ, переоденемся в сухое Угу. и Идем на ужин. будем ждать ужина. Ужин у нас Через через час. час как раз. Угу. Ну все. Можно было чай распить пока, для сугрева. Не зря же ты его весь день таскал. Я, может, еще его буду вечер весь пить. Все, выключай камеру.